31 год назад началась Первая Чеченская война. 26 ноября 1994 года колонна вооруженной оппозиции пошла на штурм Грозного. К этому времени власть в Чечне уже несколько лет принадлежала генералу Джохару Дудаеву. Сразу после победы на выборах он объявил о независимости республики от России, но де-факто Чечня ниоткуда не вышла и продолжала оставаться очень странным субъектом федерации. 3 года она была то ли широкой автономией, то ли пиратским анклавом, но без боевых действий. И вот сейчас в Москве приняли решение валить правительство мятежного генерала. Его властью в республике были довольны далеко не все. Поэтому план Кремля был простой. Берем чеченских оппозиционеров, даем им танки, сразу с русскими танкистами в комплекте, и они легко захватывают столицу. А чтобы это не выглядело как ситуация из мема про бомбить Воронеж, придумали и юридическое обоснование. На севере республики создали Временный совет Чечни во главе с неким Умаром Автурхановым. И Ельцин признал этот совет как единственную законную власть. То есть поход на Грозный — это не война против собственного народа, а восстановление конституционного порядка. Один из участников тех событий, генерал Юрий Колосков, позже написал, что группа Автурханова — это была российская военная база внутри Чечни. Местными жителями там были только рядовые участники, а все командование целиком состояло из кадровых российских офицеров. То есть в штурме Грозного участвовала не целиком российская армия, а очень много этнических чеченцев. Русские же там были в основном в составе спецподразделений и в частях бронетехники. Причем еще надо понимать, что это не современные контрактники, а срочники. За участие в операции танкисту обещали 1 000 000 рублей, то есть $325 по тогдашнему курсу. Звучит смешно, но такие были времена. Короче, штурм, если что, это не знаменитый новогодний штурм 94 года. Там была уже то ли 3-я, то ли 4-я попытка взять столицу Чечни. Я говорю сейчас именно про события ноября, когда Россия пыталась действовать через своих чеченских прокси. Первые несколько недель казалось, что все идет по плану. Войска почти без сопротивления вошли в Грозный, захватили ключевые точки, включая здание МВД, приблизились к президентскому дворцу, как вдруг оказалось, что все это время их просто заманивали поглубже. В городских условиях танки — максимально бесполезный кусок железа, по сути бронированный гроб. Особенно, когда управляют ими вчерашние подростки из средней полосы России, которые вынуждены у случайных прохожих спрашивать, а как проехать к дому президента. Как вы поняли, это была засада. Чеченские силы из гранатометов прицельно расстреляли танки, а потом устроили бойню. Потери около 500 человек убитыми и 200 взятых в плен, включая 20 русских танкистов. Дудаев тогда показал их по ТВ и заявил, что теперь-то у него на руках есть бесспорное доказательство участия России в конфликте. На что российский министр обороны Павел Грачев ответил, мол, ничего не знаю, никакие официальные вооруженные силы там не участвовали, а это все какие-то наемники, которых много как с одной, так и с другой стороны. Потому что если бы Россия захотела ввести свою армию, то Грозный взяли бы за 2 часа одним парашютно-десантным полком. Эти слова министру припомянут через 1,5 месяца, когда в бой пойдут уже кадровые войска с тем же позорным результатом. Собственно, новогодний штурм Грозного стал прямым продолжением первых неудачных боевых действий, когда центральная власть вместо анализа провала просто решила завалить Чечню мясом. Это не было единогласным решением. Тогдашний директор службы внешней разведки Примаков справедливо заметил, что чеченцы между собой могут ругаться как угодно, но в случае угрозы легко объединяются против внешнего врага. Министр юстиции Юрий Калмыков, этнический черкес, подал в отставку в знак протеста, но победила позиция ястребов. Министр по национальным вопросам Егоров легкомысленно утверждал, что 70% чеченцев ждут не дождутся возвращения в состав России, а генералы заверяли, что возьмут республику под контроль за 2 недели. В рамках мирного урегулирования Дудаеву предложили не переговоры, а по сути ультиматум, что Национальная гвардия Чечни должна сдать оружие и капитулировать. Разумеется, никто этот ультиматум не принял, и 11 декабря 1994 года официально началась Первая Чеченская война. Что было дальше, многие знают. То, что подавалось как приключение на 20 минут, превратилось в чудовищную кровищу на 1,5 года.
погибло минимум 6 тысяч российских военных и около 120 тысяч местных жителей. Грозный в итоге захватили, правда для этого его пришлось разнести в щепки, а результата ноль. Очень многие чеченцы, потеряв близких во время бомбежек и обстрелов, ушли в горы и присоединились к армии Ичкерии. В результате чего к моменту окончания войны чеченская армия стала больше, чем в начале. Весной 96-го сепаратисты отбили Грозный обратно, после чего были заключены Хасавюртовские соглашения, где Россия по сути признала независимость Чечни. В смысле юридически, конечно, статуса отдельного государства Чечня не получала, но оттуда были выведены федеральные войска, и местная власть могла делать что угодно. Первая чеченская война – это один из главных сюжетов 90-х. Трагедия, которая унесла множество жизней, привела к росту религиозного экстремизма и нескольким терактам. Я это слово запикаю, иначе YouTube похоронит ролик. Так вот, я сегодня хочу рассказать не столько о самой войне, сколько о причинах, которые к ней привели. Почему после развала СССР Москва решила ввести войска только в Чечню, а не, скажем, в Татарстан, который тоже, между прочим, заявил о суверенитете. О, и будьте уверены, вас ждет много интересного. Как Дудаев кинул Ельцина? Почему он на протяжении почти всей жизни не имел никакого отношения к Чечне? Как чеченские националисты поддерживали перестройку? Хотите верьте, хотите нет, но были когда-то вольные времена, когда интернет казался романтичным диким западом из вестерна. Для небольшого количества гиков и без цензуры. Свобода, равенство, упячка. Автор жжет, пиши еще. Казалось, что так будет всегда, только больше и лучше. Но получился чебурнет. В 2025 году жить без VPN – это как иметь паспорт Северной Кореи, где на каждом углу запреты, а уехать нельзя. Так что давайте прикройте слишком любопытный глаз товарища майора и откройте для себя полноценный мир интернета без ограничений. Сегодня я рекомендую вам очень особенный VPN – Amnesia. В отличие от многих, у Amnesia открытый код. По сути, любой может проверить, не собирает ли этот сервис ваши данные и не отправляет ли их кому-нибудь не тому. Так Amnesia гарантирует своим пользователям стопроцентную приватность. Подписка Amnesia Premium дает доступ к 20 серверам по всему миру, включая Россию и Казахстан, с максимально возможной скоростью. Вы можете хоть YouTube в 8К смотреть, хоть терабайты данных скачивать через торрент. Подписка никак не ограничивает трафик. Кстати, насчет торрентов, сразу лайфхак. Им можно пользоваться только через швейцарский сервер. Amnesia работает на собственном VPN-протоколе Amnesia VG, который пока ни одно государство не научилось блокировать. Вы можете смотреть рилсы и наши видео хоть в России, хоть в Иране, хоть в Мьянме. А приложение Amnesia существует под любую систему, даже под Linux и Android TV. К одной подписке подключается до 7 устройств. Оплатить легко можно хоть любой картой, хоть криптой. Скачивайте Amnesia VPN по ссылке в описании или прямо через QR-код на экране. А специально для моих зрителей есть скидка 25% по промокоду Зайка. В общем, если хотите, чтобы интернет для вас снова стал свободным и безопасным, как в старые добрые времена, пользуйтесь Amnesia VPN. Ну что, чеченская война. Кажется, с ней все понятно. На развалах Совка многие республики попытались построить независимые государства. Но в Чечню, в отличие от многих других, Москва решила ввести войска и задавить национальное движение. Генерал Дудаев бросил вызов Кремлю и ценой страшных жертв смог победить. Хотя сам этого уже не увидел. В апреле 96 года он был убит в ходе спецоперации. Дудаева принято представлять как непримиримого врага России. Но знаете, как про его переворот 91 года писали российские газеты? А вот примерно так. Друзья Ельцина взяли власть в Чечне. Чеченцы полностью встали на сторону генерала. Дудаев не такой, как все. За душой у него ни гроша. Не стоит за ним и мощный семейно-родовой клан. И самое страшное, он честен. Сегодня генерал Дудаев служит для активистов национального движения олицетворением нового лидера. Военная косточка, твердая рука и демократическая репутация. Дудаев честный человек, не связанный с коррумпированной системой. Изменить эту систему могут
могут только такие энергичные и бескорыстные люди. Офигенно, да? Причем это писали не исламские, не чеченские, не либеральные СМИ. Это цитата из журнала «Обозреватель», официального государственного издания. Как же так вышло? Все дело в том, что в 91-м ситуация оказалась совсем не такой, как в 94-м. Дудаевский переворот в Грозном воспринимался не как опасная дестабилизация, а как позитивный момент для Ельцина. Что ж, давайте я пока оставлю вас в легком недоумении и кратко расскажу об истории Чечни. Это тоже важные детали для будущей войны. В России историю Северного Кавказа принято рассказывать с момента прихода туда России, в начале 19 века. Лермонтов воевал на Кавказе. Через 50 лет Лев Толстой пишет «Кавказского пленника», а потом и Хаджи Мурата. Все это про постоянные столкновения империй с национальной культурой. Интересно, что этнические чеченцы в кавказских войнах особо не отметились. Главными противниками России тогда были дагестанцы и черкесы. Нам тут важно то, что для борьбы с горцами российское правительство переселило в равнинные регионы Кавказа много казаков. Даже Грозный изначально был основан как русская крепость. Все, что южнее, всякие там горные аулы, Петербург формально тоже назвал своей территорией. Но там без каких-либо проблем сохранились местные органы власти, шариатские суды и так далее. В начале СССР Чечню объединили с Ингушетией и создали республику в рамках Союза. А в 1944 году чеченцев выселили из родных краев в ходе сталинских национальных операций. Якобы среди них было много коллаборационистов, хотя даже географически это чушь собачья, немцы до Чечни даже не дошли. Но как бы там ни было, сотни тысяч людей выгнали из собственных домов и депортировали в Среднюю Азию. В ходе переселения погибли десятки тысяч. Чечено-Ингушскую республику упразднили. Вместо нее существовала просто Грозненская область, куда в пустующие дома местных жителей селили русских из Центральной России. Реабилитация чеченцев случилась только при Хрущеве. Он же разрешил им возвращаться обратно, что тоже привело к конфликтам. Русские, которые за 1,5 десятилетия уже привыкли считать Чечню русским регионом, устраивали митинги, чтоб чеченцев выслали обратно. Или хотя бы отделили Грозный от Чечни. В общем, я это все к тому, что у чеченцев не было ни единой причины любить советскую власть. Даже сегодня это самый декоммунизированный регион России. Единственный советский деятель, в честь которого называются улицы, это Хрущев, как раз потому, что он реабилитировал чеченцев. А первые площади Хрущева появились в Грозном при Дудаеве. Он даже хотел поставить памятник Хрущеву, но не успел из-за войны. Короче, к началу 90-х Чечня была обычным советским регионом, мало чем отличающимся от соседей по Кавказу. На севере республики жило много славян, на юге чеченцы. В Грозном этнический баланс был примерно 50 на 50. Чеченский язык считался официальным, но по факту его использовали только в аулах и на гуманитарном факультете местного пединститута. А все заводы и чиновники говорили исключительно по-русски. Как и образование в школах тоже было исключительно на русском. Чеченский язык как отдельный предмет появился только в годы перестройки. Правда, тут ситуация двоякая. Чеченцы из городов понимали, что для будущего устройства в жизни их детям понадобится русский. Без него не поступить ни в один топ-университет и не сделать карьеру. Поэтому сами настаивали на том, чтобы в чеченских школах преподавание шло на русском с 1 класса. Экономика Чечни строилась вокруг нефтеперерабатывающего центра в Грозном, где работало много русских. Горные аулы представляли собой бедные отсталые регионы, откуда молодежь при первом же удобном случае стремилась уехать в город. Во время войны это приведет к тому, что от российских бомбежек больше всего пострадают русские же многоквартирные кварталы, а частный сектор, заселенный чеченцами, почти не тронут. Что касается культурных традиций, то в конце СССР чеченцы в целом были вполне светскими людьми. Племенные исламские традиции отмирали. Даже институт кланов, вокруг которого крутилась жизнь многих поколений, стал напоминать не родоплеменные отношения, а объединение коллег или земляков. Даже в перестройку, когда до Чечни докатились волны национальных движений, она сначала не набирала большой популярности. Ситуация начала меняться в 87-м, когда в Гудермессе начали строить химзавод. Причем оказалось, что там был просто план-капкан. Если производство закончили, то местной экологии пришлось бы сказать пока.
Против строительства регулярно протестовали. Завод в итоге так и не открыли, зато на базе митингующих появилось два национальных объединения – Кавказ и Чеченский народный фронт. Причем они оба позиционировали себя не как мы за Чечню против мерзкого совка, а как мы за Чечню, мы за перестройку и Горбачева. В 1989 году во главе республики КПСС впервые ставят этнического чеченца Доку Завгаева. Если что, это именно его Дудаев свергнет в 91-м. Завгаев никаким диссидентом и борцом за национальные права не был. У него была обычная карьера советского чиновника. Но сейчас, чтобы получить больше поддержки у местного населения, он демонстративно перестал бороться с исламом и начал открывать мечети. Возможно, что-то из этого могло получиться мирное и развивающееся. Но не стоит забывать, что перестройка – это не только свобода слова, но еще и черная дыра в экономике. По Чечне она ударила особенно сильно. Во-первых, даже по меркам СССР это был бедный регион. Несмотря на советскую уравниловку, средняя зарплата там была на четверть меньше, чем в России. А во-вторых, перестройка лишала Чечню еще одного популярного вида заработка. До этого чеченцы считались королями шабашных работ. Это когда ребята из аулов отправлялись в Центральную Россию делать ремонты и строить дома на дачах. Такая практика была не вполне законной, но пользовалась популярностью у жителей России, потому что им предлагалось два стула. Первый – воспользоваться официальным Госпромбыт что-то там, которое рассмотрит твою заявку на ремонт через 2-3 года. А второй – заплатить наличными горячим кавказским парням, которые сделают все и сразу. Подобные подработки были хорошей статьей дохода для многих чеченских семей. Но в перестройку в СССР разрешили частный бизнес. И оказалось, что и среди русских есть куча людей, которые за мелкий прайс готовы тебе хоть забор построить, хоть печку сложить. Такой конкуренции чеченцы не выдержали. В итоге к августу 91 года в республике безработными оказалась треть всего трудоспособного населения. Ситуация взрывоопасная. И где-то здесь, на политической сцене Чечни, впервые появляется Джохар Дудаев, причем очень странным образом. Весной 1990 года в Грозненском цирке прошел съезд всех оппозиционных сил – националистов, исламистов, демократов. В общем, всех, кому не нравился коммунизм. И там главой Конгресса чеченского народа неожиданно предложили выбрать Дудаева. Кстати, где он? В смысле, Дудаева в этот момент в Чечне даже не было. Он командовал дивизионом бомбардировщиков в эстонском городе Татру. Более того, он никогда вообще не был в Чечне. Почему тогда его решили назначить лидером национального движения? Ну, просто он был самым медийным чеченцем, герой афганской войны. Недавно заявил по телеку, что если Москва направит армию подавлять протесты в Эстонию, то он ее не пропустит. А во время приезда Ельцина в Таллин предоставил ему свой автомобиль. В общем, отличный кандидат. Из Грозного к Дудаеву направили делегацию, и он принял приглашение. Но даже после этого не поехал в Чечню. Больше года он оставался просто лицом организации, а управляли за него другие люди. Так а почему я сказал, что Дудаев никогда не был в Чечне? А потому что это правда. Он с раннего детства рос в Казахстане, в семье депортированных. Есть версия, что он родился за 8 дней до приказа Сталина о выселении. Но даже если так, понятно, что 8-дневный ребенок ничего не мог запомнить. После казахстанской школы Дудаев поступил в летную академию в Тамбове, а потом мотался по гарнизонам всего СССР. Калуга, Иркутск, Полтава, Тарту. Не заезжал он только на Кавказ. Женился на художнице из Подмосковья Алле Куликовой. Эта Алла, кстати, до сих пор жива и является одним из претендентов на власть в свободной Ичкерии. Такая вот русско-чеченская Тихановская. Еще Джохар Дудаев был абсолютно русифицированным коммунистом. Всегда говорил по-русски, даже в быту. Папахи и черкески не носил. Даже когда стал президентом Чечни, то будет одеваться в строгие костюмы и военную форму. На своем посту Дудаев будет изображать религиозность и даже примет скрепный закон, который запрещает мужчинам работать гинекологами. Но до этого момента он никаких религиозных взглядов не проявлял. Судя по тем данным, которые у нас есть, Дудаев чтил не Аллаха и Мухаммеда, а Маркса и Ленина. Был членом КПСС, призывал своих офицеров тоже быть верными коммунистами. Это, конечно, отдельный прикол, если вспомнить, кто его назначил на должность главного чеченского оппозиционера для борьбы с коммунистами. Съезд националистов, мусульман и демократов выбрал коммуниста.
Со стороны из начала 90-х ситуация выглядит так, будто Дудаев просто решил поиграть в политику, а чеченский национальный проект просто было первое, что ему попалось. Причем, возможно, его попросили в этом поучаствовать не только чеченские братья, но и товарищи из Кремля. Помните фразу из начала, мол, власть в Грозном взяли друзья Ельцина? Так вот, тогдашний секретарь Президиума Верховного Совета Сергей Филатов прямо говорил, что Дудаев принял предложение стать лидером чеченского народа после консультаций с Москвой. Вопрос: зачем это надо было Москве? Что ж, свечку никто не держал, но у исследователей есть популярная гипотеза. Как я уже упоминал, до 91 года руководил Чечней Доку Завгаев, а в Москве у него был крупный враг Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета России, по сути спикер Госдумы и тоже этнический чеченец. Хасбулатов был чиновником новой формации, рыночником и либералом, а Завгаев классический совковый функционер, чем очень бесил что Хасбулатова, что Ельцина. Решение проблемы нашлось элементарное. В Кремле узнали, что Дудаева, по сути, приглашают возглавить оппозицию в Чечне, и активно это решение поддержали. Ведь кто такой Дудаев? Офицер. Недавно в Эстонии Ельцина на машине катал. Очень удобный дурачок, который никогда в Чечне не был, и для которого национальный проект – это романтическая фантазия, не более. Ну вот и давайте этого романтика сделаем номинальным руководителем. А по факту вопросики решать в Чечне будут наши люди. Точнее, один наш человек. Леча Умхаев, начальник Грозненского автодора. По сути, он и управлял Национальным конгрессом Чечни, пока Дудаев сидел в Эстонии. Но очень быстро оказалось, что кремлевские мужи просчитались. Дудаев внезапно оказался талантливым популистом. Он не собирался быть свадебным генералом на побегушках у Москвы, поэтому после приезда в Грозный реально начал топить за независимость. И народ его послушал. Потому что это, во-первых, как бы наш герой. Во-вторых, чел со стороны, который не погряз в местных коррупционных схемах. Ну и в-третьих, говорил правильные вещи. Риторика Дудаева была простая, как у всех национальных популистов. Мол, почему Чечня живет бедно? Потому что все доходы от нефти забирает Москва. А вот мы отделимся от этих проклятых имперцев и заживем как шейхи в Саудовской Аравии. Всего за полгода рейтинг генералов в Чечне взлетел до небес. А потом в Москве случился путч ГКЧП. Руководитель Чечни Доку Завгаев сделал большую глупость. Поддержал путч, чем немедленно вызвал массовые возмущения. Кстати, представьте себе, митинги чеченской оппозиции проходили под лозунгами солидарности с Ельциным. Вероятно, у них в голове эта картинка выглядела так, что старые совки-консерваторы хотят затащить нас обратно в СССР. А как Ельцин станет президентом, так сразу всем даст независимость. 4 сентября боевики Национальной чеченской гвардии захватили телецентр и дом радио в Грозном. Завгаев попытался ввести в республике чрезвычайное положение, но милиция ему толком не подчинялась. В ночь на 5 сентября Дудаев появился в эфире Грозненского ТВ и объявил, что власти республики взяточники и казнокрады. Я их выкинул на мороз и взял бремя правления на себя. Конечно, не на совсем, а только до следующих, самых честных в мире выборов. После этого протестующие пошли на штурм правительственных зданий. Обошлось почти без крови. Пострадали 40 депутатов Верховного Совета Чечни, а погиб только один. Да и то кажется, что он сам выпал из окна, убегая от митингующих. В Москве отреагировали странно. Захват власти не осудили, но потребовали от Дудаева разоружить Нацгвардию. Дудаев отказался, и ничего не произошло. Вообще первые 2 месяца происходило что-то непонятное. С одной стороны, в Грозный прилетел Хасбулатов и официально признал переворот. А с другой, когда в Чечне прошли выборы, то вот их как раз Кремль не признал. Хотя тут, положа руку на сердце, их бы не признал бы ни один здравомыслящий человек. Половина избирательных участков в республике тупо не работала. Зато в центре Грозного перед зданием Совета Министров стояли урны, в которые опустить бюллетень мог любой случайный прохожий, не предъявляя никаких документов.
Дудаев на таких выборах, разумеется, победил и тут же объявил о независимости Чечни. Ельцин был в бешенстве. Верховный Совет объявил в Чечне чрезвычайное положение. Для решения вопроса туда были направлены спецподразделения. Во главе операции стоял лично Рудской, вице-президент России. Тогда, правда, все закончилось трагикомедией. Российский ОМОН высадился на авиабазе в Ханкале, но оказалось, что ее уже заранее со всех сторон окружили дудаевские силы. До стрельбы дело не дошло. Дудаев даже разрешил подвозить федералам воду и еду. Что делать было непонятно, ведь это случилось до развала СССР. Направить армию в Чечню было невозможно. Она подчинялась не Ельцину, а Горбачеву. А Горбачев был против силовых методов. Пришлось на переговоры в Грозный полететь вице-президенту Рудскому. Он пафосно объявил, мол, они с Дудаевым точно договорятся, ведь я летчик и генерал, и он летчик и генерал. Короче, эти два генерала пообнимались на камеру, договорились о выводе российского ОМОНа, а потом Рудской вернулся в Москву и с трибуны назвал Дудаева бандитом. Разумеется, доверия между сторонами это не добавило, но Москва хотя бы перестала пытаться свергнуть Дудаева. Впрочем, у нее тогда было своих проблем достаточно. До 1994 года в Чечне сохранялся непонятный статус-кво. Российские войска оттуда вывели, но оружие и технику оставили. Так у Дудаева появились танки и самолеты. После провалов Чеченской войны Министерство обороны за это будут обвинять в предательстве. Но в начале 90-х просто никто не думал, что скоро начнется война. За эти несколько лет Чечня превратилась в черную дыру, точнее даже в республику Шрёдингера. Она одновременно была и в составе России, и не была. Не подчинялась российским законам, но и не имела охраняемой границы с Россией. В результате она стала главным центром контрабанды. Каждый месяц в аэропорту Грозного приземлялись по 150 грузовых самолетов с товарами со всего мира. В Москве шутили, что за быструю компьютеризацию России надо благодарить Шамиля Басаева, потому что Басаев до того, как стать самым известным чеченским боевиком, владел фирмой, поставляющей в Россию компы. Еще в Грозном продолжал работать нефтеперерабатывающий завод, бензин из которого тоже нелегально продавали в Россию. Но контрабанда — это еще ладно. В целом в ней можно даже найти какие-то плюсы, но Чечня ведь еще и массово просто кидала Россию на деньги. Самая известная история — это афера с фальшивыми чеками Авиза. Авиза — это такой прототип SWIFT, бумага, которая подтверждает перевод денег из банка в банк. Когда интернета еще особо не было, можно было получить в своем банке специальный чек, пойти обналичить его в другом, а банки уж потом между собой как-то рассчитаются. И вот в хаосе 90-х появилась мошенническая схема, когда от лица маленьких региональных банков выдавались такие вот чеки Авиза, и с помощью них забирали деньги из Сбера. Придумали аферу не в Чечне, но Чечня больше всех на ней наварилась. Возможно, потому что мошенники действовали под правительственной крышей. Дудаев хвастался, что таким образом в республику перевели 700 миллионов долларов, часть из которых пошла на оружие. Хотя при всем при этом у Дудаева были очень странные отношения с чеченской мафией. После первого брата в головах у целого поколения закрепился стереотип, что все чеченские бандиты — это бывшие боевики. Причем этот лозунг разгоняла и российская, и чеченская пропаганда. Дудаев в интервью любил напомнить, что в Москве и Питере живет много чеченцев, и что если российские войска вторгнутся в Чечню, то он по щелчку пальцев превратит крупные российские города в зоны партизанской войны. Но, как мы знаем, этого не случилось. Почему? А потому что в реальности чеченцы из центральной части страны старались особо не контактировать с жителями самой Чечни. Они не хотели паспорта какой-то непонятной нищей бандитской республики, а хотели оставаться гражданами России. Поэтому часто были демонстративно лояльны Кремлю. То же самое касается и бандитов. Чеченские банды из Москвы и Грозного — это почти не пересекающиеся системы. Так что когда началась война, чеченская мафия в России по большей части поддерживала федералов. В общем, я не случайно так подробно расписывал ситуацию с экономикой, чтобы вы поняли, что несмотря на то, что Чечня была типа независима, она продолжала оставаться интегрированной в экономику России. Основные источники дохода были контрабандный ввоз товаров и переработка российской нефти. Поэтому Дудаев даже отказался от введения в Чечне собственной валюты. Ему было важно оставаться внутри российского рынка.
И с одной стороны, Дудаев громко кричал о независимости, но на более колуарных переговорах просил только особого статуса для республики и разрешения оставлять у себя доходы от нефти. Причем это даже не было чем-то уникальным. Плюс-минус то же самое, и даже в то же самое время требовал Минтимер Шаймиев, президент Татарстана. Он у себя прикармливал радикальных националистов, на словах провозгласил независимость республики, но по факту требовал того же, что и Дудаев. С Татарстаном договориться удалось. Он получил расширенную автономию и возможность оставлять у себя часть доходов от нефти. А татарских националистов сами же власти республики и передушили. Почему то же самое не получилось с Чечней? Ну, тут, что называется, борьба была равна. Боролись два... Короче, кажется, что Ельцин не воспринимал Дудаева как равного партнера. Это для него был какой-то там вчерашний генерал-коммунист из Эстонии, которого он же и разрешил посадить на должность в Чечне. А теперь он что-то рыпаться вздумал, забыл, кто в доме батя? Точно так же Ельцин относился и к президенту Татарстана, поэтому посылал на переговоры чиновников с статусом пониже. Но Шамиев был не гордый, ему было важно не с Ельциным поговорить, а получить то, что он хочет. А вот Дудаев уперся, типа я президент и Ельцин президент, значит вопросики надо решать вдвоем. Даже когда в Чечню на переговоры прилетел госсекретарь Бербулис, то есть по сути управляющий делами правительства, то Дудаев сделал вид, что не понимает, кто это, демонстративно называл его каким-то секретарем и говорил, что у него тоже есть секретарша. В публичной риторике Дудаев тоже не стеснялся громких выражений, мол, в случае войны с Чечней Россия будет уничтожена. В Москве подобных высказываний себе сначала не позволяли, но пытались повлиять на Чечню экономически. Запретили ввоз товаров через Грозный и начали строить железную дорогу в обход Чечни, чтобы лишить республику значительной части доходов. Надеялись, что чеченский лидер попустится. Вроде как даже со скрипом договорились провести в Нальчике встречу двух президентов, но тут Ельцину показали газету, где Дудаев назвал его алкоголиком. Тогда Ельцин гневно воскликнул, типа «Вы хотите, чтоб я имел дело с этим человеком?» и отдал приказ готовить вооруженную операцию. Ну, а дальше мы знаем. 26 ноября чеченская оппозиция с русскими танками пошла на штурм Грозного. Вот такая вот история. Но если вы под этим видео наберете 5000 лайков, то мы в ближайшее время начнем готовить следующий ролик на эту тему, где мы уже более подробно поговорим о том, как шла эта самая первая чеченская война. Поэтому проявите активность, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что мне очень важны ваши лайки и комментарии. Без этого ролики просто не будут набирать зрителей. Еще напомню, что для наших спонсоров мы делаем эксклюзивный подкаст «Заяц в Европе». Уже вышло 2 выпуска о европейской бюрократии и о том, как я несколько месяцев просидел в немецком лагере беженцев. Подписывайтесь на Patreon или закрытый телеграм-канал, чтобы послушать. Все ссылки есть в описании. Ну и по традиции спасибо всем, кто уже нас поддерживает. Это Даниил, Донбассянин в стране басков, Crazy Cat, Максим Овсянников и вот эти вот замечательные люди.